Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал ДП Labs. В этой серии мы продолжим сборку титановой кибитки. Будет сделано следующее. Задний маятник, я думаю, задние тормоза, поставим двигатели задние, поставим рулевую рейку, пошаманим с подвеской, ну, вот так вот. Итак, вторую серию мы начинаем с изготовления втулок под мотор колеса, которые уже в свою очередь будут привариваться к маятнику. Значит, на мотор колесе у нас имеется посадка с упором, имеется шпонка, и все это притягивается двумя гайками. Значит, я уже выточил вот такие вот втулочки, роскошные, само собой, с посадкой на вот этот диаметр, где-то в нулях. И сейчас нам нужно сделать здесь шпон-паз. И сейчас я покажу самый быстрый и простой способ сделать шпон-паз. Для этого нам понадобится долбежный станок. В нашем случае это станок ГД-200. В общем-то, деталь заряжена, резец поставил уже 8-очку. И, собственно, пуск и пуск головки. И потихонечку начинаем подводить. Вот пошло касание. И вот у нас очень быстро образуется шпон-паз. Ну и, в общем-то, все готово. Такой вот шпон-паз у нас получился. Теперь приступаю к сварке маятника. Он у нас будет выполнен из алюминиевой квадрат трубы АД-31, стенка 4. Значит, я уже все подготовил, прихватил, сделал разделку кромок. Сейчас буду обезжиривать и стык, и присадку. Варить буду соплом пятеркой, аппаратом вот таким вот ЕВМ. Также на объемах сварки я, естественно, одеваю защиту. Ну и, собственно, приступаю. Итак, вот такой вот у нас маятник получился на данном этапе. Здесь мы добавили косынки для придания жесткости всей конструкции. Они здесь приварены специально углом, чтобы не создавать концентраторов напряжения в определенном месте. Также установили сюда дисковые тормоза. Диски мы вырезали на лазере, протачивали их. Суппорта здесь стоят от АКИ. Сайлентблоки у нас от 8-ки задней балки. В принципе, маятник практически готов. Не хватает здесь только кронштейнов крепления амортизаторов. Ну а так вот, в принципе, законченный маятник у нас получился. Итак, хотелось бы вам еще показать такой интересный эффект. Здесь у нас два мотора подключены друг на друга просто. Здесь нет никакой другой связи. Мы начинаем крутить колесо. И второе колесо у нас тоже крутится. Медленнее, конечно, но КПД все равно достаточно велик. Резка титана 5 мм.
Ну и вот так у нас получилось установить сюда наш маятник или заднюю балку, кому как удобнее. Вот такие вот кронштейны мы вырезали на лазере. Я все обварил. Ну и теперь, пока нам не пришли еще задние амортизаторы, займемся рулевой рейкой. Теперь нам нужно укоротить рулевые тяги где-то на 180 миллиметров. Для этого я вот так вот зажался, здесь проточил, здесь у нас нет никакого биения, и теперь мы можем нарезать резьбу. Как-то вот так вот оно крутится. Мы укоротили рулевые тяги, рейка у нас вот так вот стала, все здесь хорошо. Затем я приварил сюда вот такую трубу, на которую будет крепиться рулевая рейка, соответственно. И теперь мне нужно вырезать пластинки, которые будут привариваться к этой трубе, и через скобки и резинки к ним будет крепиться, соответственно, рулевая рейка. Не смотрите, что вал выходит настолько сбоку, потому что здесь очень много еще места под карданчик. И руль, я думаю, никаких препятствий у нас не будет выставить по центру. Вот я закрепил рулевую рейку. Так вот она, приварены пластинки, хомуты, резинки. И она сейчас очень жестко стоит, то есть никуда не болтается. Далее я уже сварил вот такой вот контур будущего кузова. Также уже пришли амортизаторы задние. Они от какого-то квадроцикла, но нам главное, что они довольно-таки короткие, чтобы пожелание Дмитрия, это чтобы кузов у нас был максимально низко. Ну, то есть кузов как мы можем расположить? Колесо и ход подвески, ну и крыло. То есть чтобы колесо не упиралось в крыло и кузов был максимально низким. Также уже я вырезал нижние кронштейны крепления амортизаторов из алюминия, верхние из титана, и приварил к ним две вот такие вот трубы, которые у нас приварятся вот так вот поперечно. Далее мне нужно будет выставить амортизаторы, приварить их кронштейны и дальше обвязывать кузов, потому что обвязывать тут еще очень много придется. Также и переднюю часть многие писали, что она недостаточно жесткая, естественно. Просто главное выставить все точки в пространстве, а дальше уже можно пускать сколько угодно косынок и усилений. Вот что у нас на данный момент получилось. Вот такая она, кстати, получилась довольно-таки здоровая, на грузовичок похоже. Так, что мы сделали в этот раз? Сделали задний маятник из сплава АД-31, вот с такими косынками. Тут наши фирменные выпрессовки в качестве ребер жесткости. Так, поставили вот ее на колеса, сделали задние тормоза. Примеряем сейчас амортизаторы. Амортизаторы взяли от CF Moto квадроцикла, потому что жиговские, вазовские слишком здороватые. Ну, думаю, хватит. Поставили двигатели, но двигатель мы еще переберем. Вот так вот здесь все получилось. Естественно, здесь еще будет очень много раскосин, всяких укосин для прочности вот, в багажнике. Также поставили рулевую рейку на место. Ну вот, машинка преображается, то есть вот так она будет выглядеть, вполне нормально, тут будет достаточно места, вот, да, даже для меня. По весу кузов меньше, чем колеса с подвеской весит. В общем, осталось тут, ну, еще много работы, но уже начинает быть похоже на правду. Вот, в следующей серии мы займемся аккумулятором, увидите. Будем из литий желез фосфатных 18650 собирать. Вот, будет еще та приколюха. Вот, и расскажем об электронике, которая здесь будет использоваться.
Вот. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. До свидания. Итак, господа, вот решили сделать еще один проект. Помочь местной школе с переоборудованием компьютерного класса. Здесь стояли довольно-таки старые компьютеры, и их было достаточно мало. Вот сделали класс на 20 компьютера мест. Вот такие компы поставили. Это Core i5, 16 гигабайт памяти, 19 монитор, SSD туда поставили, установили Linux к Ubuntu, потому что я против проприетарного программного обеспечения, пускай молодежь учится, надеюсь, им это поможет. Также здесь будет своя локальная сетка, поставим еще NAS-накопитель для бэкапов и прочего, и еще, наверное, МФУ прикупим. Вот получился такой класс, как бы... Не хватает только учителя информатики. Вот. Если кто-то есть из Домодедовского района, готов поработать учителем информатики, пишите. Вот. Будет очень интересно. Вот. В будущем еще что-нибудь придумаем. В общем, так.